Дорогие друзья, всем доброй ночи. В данный момент 1:30. И то, что я вам сейчас подарю, можно совершать с 12 до 3 ночи. Поэтому пока еще есть время. В Древнем Востоке, еще до исламский период, когда человек не мог принимать решения, не мог понять, как правильно себя вести, либо хотел узнать, какой выход есть из безысходности, из трудностей в жизни, он шел к колдуну или к жрецу в те далекие времена. И тот ему давал определенную молитву, либо просьбу. Эту молитву вначале писали на телячьей коже, потом на пергаменте, но сейчас уже можно на бумаге. Когда Восток принял ислам, и поскольку это в памяти народа было слишком укоренено, и не так просто можно было это забыть, тем более, что этот заговор помогал человеку принимать решения в трудную минуту. Так вот, вот эта молитва, мольба, просьба, заговор, он нашел свое место и в исламе. Только на сей раз его переименовали «Совет с Богом». И назвали именно молитву, обращение за решением проблемы таким вот словом. А на самом деле это дух. Это древний дух, который вызывался еще в древние времена, языческие времена, архаические времена, а после перешел плавно в религию. Называется это дух Истахара, показывающий путь, или открывающий дорогу, или дающий выход, переводится. В восточных фильмах часто находит свое место вот эта молитва, это, скажем так, этот ритуал. Если помните, даже в «Великолепном веке» есть такой момент, когда сестра султана Хатиже хочет узнать, где похоронен ее муж Ибрагим. И она обращается к колдунье, которая ей дает молитву Истахара. Дело в том, что многие на Востоке предпочитают совершать именно древнюю молитву, или именно древний заговор читать, чем совершать, скажем, молитву. Хотя многие совершают и молитву. Однако многие больше доверяют древнему варианту. А вариантов очень много. Каждый колдун, каждый практик, он дает свой вариант. Но примерно из этих вариантов выбрать и на основе всех этих вариантов создать свой вариант можно. Можно только практику. Естественно, тому, кому это дано. Вот я создала. Так вот, и показывается сюжет. Я почему рассказываю, чтобы вы примерно поняли, как это происходит. Эту молитву, этот заговор читается перед сном, после этого нужно спать. Из уважения к древним силам я сегодня больше ничего не сделаю, я лягу спать. Потому что после такой молитвы, после такого заговора нельзя уже ничего делать. Заодно и узнаю решение из своих вопросов. Конечно, я это испробовала не раз. Так вот, она читает перед сном и ложится спать. И во сне приходит женщина в капюшоне без лица, которая берет ее за руку сначала, потом приказывает идти за ней. И вот она идет и находит могилу.
Вы можете задавать ей свои вопросы. Итак, берем, переписываем себе в книгу теней или в тетрадь, где вы переписываете эти ритуалы. Каждый раз, когда вам нужно решение проблемы, я попрошу часто не вызывать этот дух. Раз в неделю не вызывать точно. В самые трудные моменты, когда вам нужно узнать, как себя повести, что впереди, какая защита у вас есть, какие есть аргументы, какие есть сильные ваши стороны. Это дух, который вам подскажет выход из любой безысходной ситуации. Может, вы хотите сделать выбор, может, вы хотите открыть бизнес, может, вам хочется, и вы хотите рассчитать риски, вы хотите понять, честен ли с вами человек, можете ли вы за него выйти замуж или жениться и так далее. Вот перепишите для себя, а потом каждый раз, когда вам нужно будет узнавать ответ на вопрос, берете чистую бумагу, абсолютно чистую, не тетрадную бумагу. Переписывайте это сюда. На обратной стороне пишите ваш вопрос, вашу просьбу. Можно несколько, конечно, не 50-60, можно 3-6 вопросов, самых судьбоносных для вас. Читайте 3 раза, ложите это под подушку, ложитесь спать. Вам ночью эта женщина придет. Учтите, когда будете читать, может быть, промелькнет тень, не бойтесь. Это дух. Но если вы хотите узнать ответ на вопрос, вы должны впустить его в свою жизнь. Ноги могут охладеть, страха не будет. И ничего этот дух с вами не сделает. Он только придет и ответит вам на вопросы, покажет вам выход. Так вот, перепишите эту молитву на бумагу, на обратной стороне пишите вопросы, читайте 3 раза, ложитесь спать, ложите под подушку. После того, как ваш вопрос будет решен, эту бумагу сожгите до следующего раза. И снова, если у вас возникнут вопросы, снова точно так же напишите на обратной стороне ваши вопросы, положите под подушку, ложитесь спать и так далее. Сон, который придет к вам, и то, что вам скажут, это решение проблем. И вы очень хорошо запомните, что вам сказали. Неважно, хотите вы запоминать или нет, но вы запомните то, что вам скажут. Итак, это посланник сверху, это дух-проводник, дух, показывающий дорогу. Истахара. Истихара, извиняюсь. Уже путаюсь ночью. Ничего не нужно зажигать, никакие свечи, ничего. Просто садитесь на свою постель, читайте. Молитва моя разбудит древнюю силу. Раскроется бездна, покажется тайна, откроются двери судьбы. Приди в моем сне, сделай тайное явным. О, Истихара, подскажи мне выход. Стражники ночи впустят тебя в мой сон и сознание. Дай мне, прошу, разум и познание. Молитва моя разбудит древнюю силу. Раскроется бездна, покажется тайна, откроются двери судьбы. Приди в моем сне, сделай тайное явным, о Истихара. Подскажи мне выход. Стражники ночи впустят тебя в мой сон и сознание. Дай мне, прошу, разум и познание. Молитва моя разбудит древнюю силу. Раскроется бездна, покажется тайна. Откроются двери судьбы. Приди в моем сне, сделай тайное явным, о Истихара. Подскажи мне выход. Стражники ночи впустят тебя в мой сон и сознание. Дай мне, прошу, разум и познание. Положите под подушку, ложитесь спать. И выход вам подскажут. Очень неожиданный, очень дельный, спасительный выход из любой ситуации. Желаю удачи и спокойной ночи.